Продолжая тему сезонных заготовок, не могу не остановиться на одном рецепте, почему-то без которого не обходится, наверное, ни одна посиделка, ни один ужин или хорошие гулянки. Это соленые помидоры или квашеные помидоры с хреном. Хреновые такие себе помидоры. Или помидоры с хреном, или хрен с помидорами. Короче говоря, помидоры квашеные с добавлением хрена. Это очень вкусно, делаю это каждый год. И это реально очень прикольный рецепт, очень классный. Ядреные, вкусные, резкие. Мужики оценят. Кто сказал, что квашеный помидор это не мужская кухня? Я вас умоляю. Поэтому, ребята, все будет очень быстро, все будет очень просто. Не будем тянуть, оттягивать долгий ящик. Поехали, начинаем. Начнем с того, что подготовим наши помидоры. Так, ну и быстренько пробежимся по тому, что нам нужно будет для этого чудеснейшего рецепта. Понятное дело, нам нужны будут помидоры. Ну, здесь у меня там порядка 3 килограмм, на 2 банки рассчитываю, 2 трехлитровые банки. Значит, корень хрена, ну, скажем так, если по весу, то грамм 100, если по количеству, то это такой, ну, 3 хороших таких корня, в общем, для того, чтобы хватило. Буквально там 6-7 зубчиков чеснока, перец, горошек, 3 столовых ложки соли, листья хрена, листья укропа, зонтики укропа и листья сельдерея. Вот, в принципе, это все, что нужно по подготовке. Значит, ну, перво-наперво забрасываем пару листочков хрена, несколько стебельков укропа, зонтики укропа. Добавим штучек 10-15 черного перца. Соответственно, добавим, разрежем на 2 части чесночок, там добавим по 3 зубчика чеснока. Добавляем хрен. Значит, хрен есть 2 варианта. Можно натереть на терку. Ну, я, чтобы не страдать такой ерундой, нарежу вот такими пластинками. Суть та же самая. Добавляем, ну, то есть один корешок взял, где-то там половинку с того, что нарезал, ложим на дно. Конечно же, острый перец. Я делю его на кусочки. Не чищу, ни семена, ничего, ни плодоножки. Вот, ну, хотите, плодоножку можно отрезать. Значит, 2-3 штучки кинул сюда. И дальше готовим помидоры. Значит, помидоры, здесь нужно проделать отверстие плодоножки, дырочки, как я показал. Значит, по эту процедуру делаем со всеми помидорчиками. Ну, несколько дырочек прокололи и погнали дальше. Значит, где-то к середине банки можно проложить еще пару штучек перца, добавить еще хрен, вот, и положить еще пару стебельков сельдерея. И буквально там можно еще листик хрена в серединке. Ну и продолжаем дальше процедуру по прокалыванию помидоров. Прокалывать нужно обязательно, для того, чтобы рассол быстрее проник в глубину, и прокалывать именно по плодоножке, потому что, ну, чтобы у вас помидор не расквасился, остался целый в форме, но зато был просоленный, промаринованный, проквашенный, очень-очень вкусный, поверьте. Если вы сделаете этот рецепт, вы напишите мне в комментариях: ай, молодец. Поэтому сделайте обязательно. Таким образом продолжаем наполнять наши банки. У меня их 2, вы можете сделать сколько вам угодно. Поехали. Закидываем в конце оставшийся хрен, засыпаем еще сверху, можно еще кинуть перчика и накрыть это все листочком хрена. Вот таким вот образом остается у нас, получается такая банка. Так, ну что, вот мы подготовили 2 банки помидор. Значит, ну теперь же самое главное, да, то есть наполнение у нас получилось отличное. Теперь нам нужно сделать рассол. По рассолу так же самое, все очень просто. На литр воды 1 столовая ложка с горкой, хорошей горкой соли. В каждую банку где-то примерно по 1,5 литра воды должно влезть. Поэтому, соответственно, 3 столовых ложки соли у меня здесь,
Ну, буду добавлять по литру, буду смотреть, ну, так из расчета 1,5 литра на банку. Я не парюсь, я не кипячу воду, я заливаю абсолютно сырой водой, ну, чистой, естественно, нормальной водой сырой. Мешаю, размешиваю соль, заливаю банки и оставляю на 3 дня. Поверьте, разница от кипяченой воды ничем не отличается, вообще никакой разницы. Поэтому делаем рассол, заливаем в банки. Так, берем литр воды, такую хорошую ложку с горкой добавляю сюда, ну и, соответственно, размешиваем до полного растворения соли. Заливаем банку. Заливаю до верха. Итак, друзья мои, оставляем наши помидоры на 3 дня в покое. Через 3 дня они уже начнут хорошо бродить. В принципе, 3 дней, как правило, хватает. Возможно, надо будет 4 дня. Ну, посмотрите. Рассол в любом случае поменяет цвет. Будет видно, идет у них брожение или не идет. Этот рецепт, он не для хранения зимой. Эти помидоры нужно будет хранить в холодном месте, в холодильнике или на балконе, но там, где прохладно. Знаю, что можно, в принципе, сделать то же самое, что когда-то я делал с огурцами, я вам показывал, да, вот здесь вот, если не видели, ссылочка, как сделать соленые огурцы квашеные. Там мы покипятили рассол, заливали кипяченым рассолом. В принципе, все это можно сделать также и с помидорами, и сохранить это зимой. Я никогда этого не делаю, потому что, ну, реально они съедаются, как... Очень быстро, короче говоря. Со мной мой друг ездит на рыбалку в такой осенне-зимний период только из-за моих помидоров, потому что они ему очень нравятся, как закуска, просто вот такая вот, мужики. Это нечто, поверьте мне, эти ядреные с хреновым ароматом, не побоюсь этого слова. Блин, ну просто бомба. Вот попробуйте сделать, и вы обязательно напишите мне в комментариях, как вам понравилось или нет. Все, прощаемся на 3 дня, они пройдут для вас незаметно. Поехали, через 5 дней встретим. Через 5 дней. Через 3 дня встретимся. Так, друзья мои, прошло 4 дня. Помидоры уже проквасились. Они уже, в принципе, готовы к употреблению. На самом деле очень классно. Я уже один попробовал, поэтому я вам точно говорю, что отличные помидоры получились. Хотелось бы вам показать, как это... передать, как это вкусно, но не передам. Ребята, тушите камеру, наливайте 50 грамм, потому что иначе, ну или насыпьте макаронов в конце концов. Из-за того, что мы добавляли хрен, ну, помидоры однозначно имеют привкус хрена, не хреновый, а привкус хрена. Вот, поэтому, ребят, на этом все. Это очень вкусный рецепт, потому что я это делаю уже не первый год, не первый раз, и такие помидоры просто улетают на рыбалку, там, да и, в общем-то, и в целом под макарошки, под, не знаю, гречку, в конце концов. Ну, мужики, под 50 грамм это просто изумительная закуска. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, обязательно приготовьте и напишите мне, как вам этот рецепт, понравился или не понравился. Если есть желание и есть возможность, можете помочь каналу в развитии. Я буду очень рад. Ссылочку оставлю в описании под видео. Вы мне очень поможете на самом деле. Ребят, всем пока. До новых встреч, до новых рецептов.